Друзья, всем привет! В свете ближайших событий, которые происходят с нами, а так как мы очень много проводим времени на авторазборах и в курсе всех цен, вот эти кнопки, ну всем знакомые, да, наболевшие RX 300 кнопочки, водительский блок управления. Вчера буквально на одном базарчике вот эти кнопки замечены были по цене 50 тысяч тенге. Но это уже вообще ни в какие рамки не лезет. Куда цены прут, непонятно. Поэтому немножечко, скажем так, лайфхака вам в ленту ютуба. Сейчас мы их починим. Тут вот на этом блоке мы имеем сразу несколько проблем. Первая проблема — это у нас болтающаяся кнопка. Вот она. Вторая проблема — эта же кнопка, она не закрывает окно, то есть вверх нажимаешь, окно вниз отпускается. Это тоже, да, у вас проблема у некоторых есть. И третья проблема, которая не так часто, точнее очень редко, это западающая кнопка блокировки стекол, открытия. В общем, разбираем и смотрим. Покажу сейчас, как это все отремонтировать дешевле, чем 50 тысяч. Разбираем. По сути, все это разбирается очень быстро. Ничего сложного. Откручиваем 3 винта. Снимаем наружную рамку. Ну вот, это нам не нужно. Вот он наш блок кнопок. И нам нужно добраться до его микросхемы. 4 винтика. Откручиваем. 1, 2, 3, 4. В принципе, все это можно при помощи паяльника и прямых рук на коленке починить. И здесь у нас защелочки. Защелкиваем это все аккуратненько. Так, вот. Вот тот блок, который нам, собственно, нужен, который выходит из строя. Теперь, внимание, это мы пока отложим, кнопку мы потом починим. Это отдельная тема. Вот он, наша микросхема RX 300. Теперь, внимание, блок управления от Harrier. Естественно, он стоит с другой стороны. Вот. И стоимость вот этого блока на рынке 20 тысяч тенге. Это на 30 тысяч дешевле, чем вот это. Разбираем. Абсолютно так же все. 3 здесь, 3 здесь и отщелкиваем. Тут у нас тоже на защелочках немножко. Раз, 2. Три, 4. Это тоже отложим пока в сторону. Немножко срач. Откручиваем. Смотрим микросхему. Внимание, шок-контент. Видите, абсолютно зеркальная. Абсолютно. То же самое, но зеркальное. RX 300 Harrier 50 тысяч, 20 тысяч. Теперь по поломкам. Значит, если у кого не работает блок кнопок, ну то есть вверх нажимаете закрыть, окно открывается, либо вообще не работает. Вот это реле, оно двойное. Внутри вот этого реле по сути, это корпус, внутри стоит еще два реле, которые отвечают именно вот за
механизмы вот эти открытия-закрытия. Здесь точно такое же наисовское реле стоит, SR2 12 вольт. И здесь точно такое же. Берем вот это реле, отпаиваем. Здесь всего раз, два, три, 4-5 контактов. Вот. И здесь то же самое. Отпаиваем, запаиваем сюда, и у нас все работает. Сейчас мы это и продемонстрируем. Нагреваем паяльничек и отпаиваем само реле. Ну вот смотрите, мы выпаяли релешку саму. Вот оно вот такое. Шестиконтактное. 7 даже контактное. 7-контактное реле. Модель у нас наис. Получается CR2 12 вольт, а CR 231 M02. Но в чем прикол? Они, вот эти реле, сняты из производства давно. То есть ни на Алишке, ни на eBay, нигде вы их не купите. Их можно найти только вот в блоке кнопок Harrier, либо какой-то Toyota. Ну, такое реле найдете, почините свой блок. Ну, мы взяли вот как за донора Харьковский, так как он дешевле намного стоит. Теперь мы выпаиваем отсюда, запаиваем обратно от Харька. И все, в принципе, погнали, выпаиваем Харьковский. Вот мы выпаяли уже RX-овское реле, оно точно такое же, абсолютно. Тоже 7 контактов. Вот. Внутри стоит 2 реле, по идее. То есть это блок реле. Берем теперь от Harrier и запаиваем в RX. И в принципе процедура ремонта закончена. Главное аккуратненько запаять. Все. Готово. Релешку перепаяли. Можно, конечно, протереть еще спиртом это все дело. Но мы не будем. Теперь собираем обратно. Это у нас Харьковское, оно не нужно нам больше. А это у нас RX-овское. Теперь починим кнопку. Берем, поддеваем здесь. Поддеваем с внутренней стороны. Это сделать не очень просто, но возможно. Чтобы кнопка у нас отщелкнулась. Вот. Пружинку вставляем обратно. Здесь, по идее, должен был быть пластиковый. Ну, такая вилочка пластиковая. Видите, она там разлетелась. Вот от нее запчасти. Вот они. Из-за этого кнопка у нас болталась. Возьмем с донора. Можно взять с любой кнопки. Они абсолютно одинаковые. Ну, возьмем с водительской. Также отщелкиваем все. Аккуратно кнопка вылетает. Видели, да, наверное? Поэтому нужно держать. Придерживать рукой. Не очень удобно.
Вот, отщелкнули. Смотрим здесь. Вот она, видите, вилочка? Она здесь целая. Она должна выглядеть вот так. Здесь она разломанная в хламину. И еще один момент. Внутри, под пружинкой, там остались вот эти вот ножки от нее. Их нужно оттуда тоже удалить. Видите, говорю, резинку если снимаешь, высыпаются вот эти вот гвозди пластиковые. Там их обратно нужно будет. Ну ладно, хрен с ним. Не суть важно, запихаем. Пока высыпем, чтобы не мешали. Вот, теперь нам нужно оттуда вытащить эти пластиковые штуки. Можно сделать отверточкой. Вот один, смотрите. Вот он сломанный. С этой стороны вот он второй выпал сам. Вот. Вот это то же самое, но только сломанное. Теперь берем вот эту, запихиваем целую сюда. Засовываем. Стоп. Стоп. Сначала пружинка. Извиняюсь. Сначала идет пружинка. Вот она. Потом идет вот эта штука. Потом идет сама кнопка. И защелкивайся. Вот смотрите, все, кнопочка рабочая. Два положения вверх, два положения вниз. Мы починили кнопку. Теперь, что касается вот этого вот механизма. Видите, он болтается. Сейчас его тоже починим. Он не фиксируется. Здесь он должен, по идее, на пружинке быть и фиксироваться. Видите? Так, это у нас... Как видите, запчасти абсолютно одинаковые на Харьке и на RX, но только у них зеркальное расположение идет. Поэтому донор просто шикарный. Здесь есть вот такая вот фольга защитная, под ней, по идее, механизм. Вот он. Но там выпала пружинка. Здесь то же самое, но только с другой стороны. Если ее вскрыть, можно посмотреть, как этот механизм работает. Видите, там ходит вот такая вот металлическая штука, вон она, или пластиковая, которая должна фиксировать. Здесь ее, к сожалению, нету. Сейчас разберем, посмотрим. Как снять вот эту кнопку? Не надо ее ковырять там туда-сюда. Она закреплена вот этим пистоном. Вот, это пистон, сейчас покажу. Смотрите, отодвигаете, вставляете отвертку и потихоньку тянете. Щелк, она отщелкнулась. Все, вот она. И вот он пистон сам. Видите, он защелкивающийся. Вот такой. Здесь механизма вообще нет. Его, в принципе, можно посмотреть. Вот здесь вот такая штучка должна быть. Но ее, к сожалению, походу нету. Поэтому возьмем отсюда. То же самое. Берем и отщелкиваем. Отщелкнули. Потихоньку вытаскиваем. Вот здесь механизм есть. Вот он, пружинки, все дела, которого так не хватало там. Выпадешь, не выпадешь, а? Вот он, смотрите,
Вот она, эта штука, которая фиксатором называется. А здесь ее... А здесь она тоже есть, кстати. В общем, берем кнопку. Вставляем в пружину. Эта пимпочка тоже пластиковая. Да, видите, здесь она сломана. Вот два механизма. Здесь есть пимпочка, здесь нету. Вставляем сюда Харьковскую опять же. Вставляем обратно кнопку. Теперь она у нас фиксируется. Ну и соответственно обратно все делаем. Все. Все у нас заработало. Теперь мы починили эту кнопку, мы починили эту кнопку, мы исправили само реле. Здесь точно такие же механизмы, как здесь, то есть вот это вот пластиковое может лопнуть. Можете также снять и поменять. Все, собираем обратно, вставляем обратно пины, которые были. Два черных сверху получается, вот здесь. Два черных, а остальные все белые снизу. Также загоняем их в лузы, так скажем, как они были. Блок. Крышка. Закручиваем. Все это у нас заняло 15 минут. Все, идем проверять. Напоминаю, у этого блока 3 проблемы было. Кнопка, неработающий стеклоподъемник и зависающая вот эта кнопка. Все, пошлите проверим. Так, ну вытаскиваем мой заведомо рабочий, да, который я, в принципе, таким же макаром и починил, но ранее. Вытаскиваем. Вытаскиваем. Так, правильно уронили. Берем, который чинили, вот он. Вставляем. И смотрим. Зажигание. Контакт. Работает. Да ладно. Вверх. Работает. Да ладно. Боковое стекло. Пассажирское. Работает. Работает. Теперь авто. Работает. Авто вверх. Работает. Дверь. Ну, у меня открытая дверь. Ну ладно, покажу. Для чистоты эксперимента. Работает. Работает. Задние стекла тоже работают. Вот и все, ребята. Какие 50 тысяч? О чем вы говорите? Двадцаха. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.